И примерно береговая линия слева направо. Сколько она длиной? Примерно. Боюсь соврать. Ну, типа 3-5 километров. Ну, это километры. Всем добрый день. Вы снова на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим об инвестициях и недвижимости Грузии. Но, как вы знаете, я все еще на Пхукете, поэтому мы говорим сегодня о недвижимости Таиланда, Пхукета, в том числе. Павел, добрый день, мы уже знакомы, уже проводили экскурсию по многим объектам. Сегодня у нас такой формат беседы. Владимир. Давайте поговорим о компании, о застройщике, о миссии компании, что сейчас, какие планы, как вы видите будущее на 3-5 лет. Давайте просто поговорим. Да, это очень интересное место для тех, кто когда-либо был на Пхукете, а именно в северной части. Все, наверное, знают про лагуну, про гигантский масштаб. Вообще таких проектов в мире даже, наверное, немного. Можно по пальцам пересчитать. И вот мы как раз здесь. Павел, расскажи, пожалуйста. Давай, наверное, начнем с истории, да? Да. Как все Как организовалось? все начиналось? Так, ну начнем с того, что вообще компания называется, это группа компаний, Banyan Group, кто является застройщиком, в том числе проекта Лагуна Пхукет. Эта земля, именно конкретно вот здесь, вот, где мы сейчас с вами находимся, она была куплена еще в 80-х годах. До этого здесь были оловянные шахты. Мгм. Вот. А сколько ее площадь какая? Более 1000 акров, если с Лейклендсом 360 получается. 360 гектаров. Да, 260, ну, основная лагуна, 260 примерно гектаров, и еще 100 гектаров новый проект Лагуна Лейклендс. То есть 360 гектаров. Общая площадь. Гигантская просто территория. Для меня это удивительная история редевелопмента территории. То есть я впервые такое вижу, что на территории карьеров, это фактически карьеры, Да. кто-то когда-то придумал, увидел возможность реализации девелоперского проекта, такого масштабного. И заезжая в лагуну, ну то, что ехали, отмечаю, что вот едешь там Таиланд, заезжаешь в лагуну, здесь не Таиланд, здесь Да. пешеходные дорожки, все убирается, ни одного листочка, ни одной бумажки, гольф-поля, супер-отели. Приятно видеть. Ну, это, Именно да. такой яркий пример редевелопмента территории, причем большого, 300 гектаров, это огромная территория, ну, там было десятки этих карьеров, которые были очень хорошо как бы облагорожены, да, и сделано все для отдыха. Мы с вами вот смотрели видео, introduction про лагуну. Вы видели, как она выглядела до вот, 80-х годах, до того, как здесь все было застроено полностью. То есть, как таковой экосистемы не было деревьев, не было зелени, то есть, вплоть до того, что даже птицы тут рядом не летали. В общем, то есть, деревья были 7000, около 7000 деревьев было вручную посажено, высажено, и, то есть, на протяжении 30 лет вот этот получается, да, 30-40 лет даже, с 80-х годов вот этот район развивался, строились объекты инфраструктуры, в том числе не только жилая застройка. Это, в принципе, наверное, немножечко отличает то, что помимо жилой застройки в лагуне мы очень большой участок и внимание уделяем именно инфраструктуре и объектам, которые создают комфорт дополнительный, потому что мы называемся интегрированным резортом или тауншип, как кому удобнее. Вот, эта концепция подразумевает то, что внутри нашей территории есть все необходимое как для жизни людей, которые приезжают сюда на короткий, длинный срок, так и для туристов. Ну да, лагуну называют либо город в городе, либо еще называют Пхукетская Рублевка, что, в общем-то, соответствует действительности. Это точно. Какой ваш самый флагманский проект? Знаете, как у Toyota есть там условно там Land Cruiser, да, флагманский джип. Вот. У компании Banyan 3 какой на территории Пхукета самый флагманский проект и чем он отличается от всех остальных? Я немножко вас поправлю. Компания называется не Banyan 3. Banyan 3 — это один из брендов компании. Это вот как раз-таки наш флагманский бренд, который более всем, наверное, известен. Мы раньше назывались Banyan 3 Group. Но недавно у нас произошел ребрендинг. Ну, так как у нас наш основной бренд называется Banyan 3, немножечко это создавало недопонимание, поэтому у нас компания называется Banyan Group, наш флагманский бренд Banyan 3, и Лагуна Пхукет — это вот один из наших проектов. Banyan 3 — это наш первый такой бренд, это отели класса люкс. И вот здесь на Пхукете был построен как раз-таки первый в мире Banyan 3, в принципе, в целом. То есть отсюда Banyan 3 началось как бренд люксовых отелей. То есть если здесь на Пхукете говорить, это концепция, что каждый отдельный номер — это отдельная вилла. В принципе, это Banyan 3 тоже был первым, кто выступил с таким концептом, в принципе, до этого такого не делали. То есть это отражает наше, в принципе, стремление открывать что-то новое, пробовать что-то новое и, в принципе, экспериментировать. Если говорить про Banyan 3, отели находятся во всех практически крупных городах Азии.
И у нас также есть представлены на Среднем Востоке, в Южной Америке немножечко, не Южная, Северная Америка, Латинская, Куба, Мексика. В Европе, к сожалению, только пока в Греции. Но большие стремления, большие планы на развитие в этом плане. Как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь? То есть как пришла вообще идея, что возле каждого карьера нужно вокруг создать свою экосистему, высадить деревья? Я слышал, что вы тут птиц каких-то привлекли дополнительных. Вот, Договорились с птицами. Договорились с птицами, да. Ну, то есть и о том, что вы создали такую экосистему, которая привлекла сюда новые породы животных, птиц и так далее. Вот как вообще это, как это возникло и как это Ну, это, в развивается? принципе, наверное, нужно отдать должное нашим создателям, руководителям, что, в принципе, пришла такая, ну, что они увидели вообще потенциал, возможно, где его никто бы не увидел. Возможно, сейчас как такового пляжа Бангтао, в каком виде он сейчас есть, и, в принципе, не было бы, если бы вот, ну, тогда, в 80-х годах, они не увидели, что из этого можно что-то сделать. В принципе, такое. То есть, в принципе, увидеть... Я сам, на самом деле, то есть даже будучи работая в компании, я сам не совсем понимаю, вот, ну, уровень видения, который нужен, чтобы вот из просто пустынных карьеров, заброшенных шахт увидеть, вот, что можно сделать такой райский уголок. Ну и у них, надо сказать, удалось. А расскажи чуть подробнее, кто эти люди? Вообще, наши создатели — это семья из Сингапура. Это Хок Вон Пинг и его жена Клэр Чанг. Они, ну, вот они сюда приехали в 80-х годах, увидели этот, ну, район такой заброшенный достаточно, и вот им пришла идея о создании такого проекта, такого курорта, интегрированного резорта, как удобно назвать. И вот 30 лет они развиваются. Ну, 40, если да, брать, да. потому что в 80-х годах первый отель был построен здесь в 84 году было принято решение построить отель Дусит Тани, который первым в Лагуне является, и в 86-87 году он был построен, если не ошибаюсь. Да, вы же рассказывали нам за кадром в прошлый раз, что празднуете какие-то две больших даты. Можете чуть поподробнее? Ну да, рассказать? Первое это 40 лет основания компании. 84 год, это вот было принято решение построить здесь первый отель Дусит Тани. Это 40 лет назад было. Это вот начало, так скажем, отельной группы, нашей отельной группы. И 30 лет назад, в 94 году, мы построили первый комплекс кондоминиумов Аламанда, который вот мы с вами тоже проезжали во время экскурсии нашей здесь. Таким образом, да, получается, в этом году, в 2024, нам 40 лет как ательеру и 30 лет как застройщику. Как девелоперу, да? И сколько вот сегодня за эти 30 лет последних, сколько построено, какой номерной фонд сейчас? Сейчас в стадии разработки у нас разработки, продажи, начальных этапах строительства находится около 13 проектов. И, я полагаю, около 20 законченных. Мы уже несколько проектов посмотрели. Я бы хотел, чтобы вы сейчас сами озвучили, что сегодня можно купить для наших зрителей. Что могут купить наши зрители сегодня в вашем проекте на Пхукете? Ну, мы еще, наверное, одно из отличий, что у нас огромный именно рейндж проектов. И что касается размеров, и что касается ценового сегмента. То есть входной проект в Лагуне — это объект называется Sky Park. У нас уже есть первая очередь законченная, 3 корпуса, и сейчас в стадии строительства находится еще 3 корпуса. Там у нас планировки начинаются от студии в 29 квадратных метров, one bedroom, ну, квартиры с одной спальней начинаются от 30 квадратных метров, и квартиры с 2 спальнями начинаются от 40 квадратных метров. То есть это такие достаточно компактные планировки, и проект, что называется, такого комфорт-сегмента. Но при этом он находится в премиальной локации, примерно 700 метров от моря всего, что на Бангтао это достаточно хорошо. И основной вид у него на гольф-поле, которое у нас в Лагуне есть. И цены там начинаются от 5 миллионов бат. Вот. Это за студию 29 квадратных метров, 5 миллионов бат. Это вот, ну, входной проект, Да. если человек хочет... Skypark самый проще всего по входу зайти туда. Но нужно отметить, что он даже то, что сейчас он находится на стадии строительства, там осталось всего там несколько юнитов, 5-6. Да, я помню, мы с вами были из пару всего. недель назад. Вот, то есть это скоро подойдет к концу, и как такой концепции, в принципе, в Лагуне больше не будет. Потому что земля ограничена, и мы отходим, в принципе, от концепции строительства маленьких юнитов, то есть у нас все-таки мы идем больше к более крупным размерам. Следующий у нас, после этого у нас самый маленький юнит в Лагуне будет 40
108 квадратных метров. Это в Lakelands. Это в Lakelands. Да, вот мы, кстати, Lakelands смотрели, заходили, смотрели шоурум. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее про Lakelands. Что это за проект, сколько включает в себя зданий, юнитов, что там будет еще внутри этого проекта? Ну, лагуна Lakelands — это, в принципе, такая мини-лагуна Пхукет. То есть лагуна Пхукет — это большой такой интегрированный резорт с отельной инфраструктурой и с частными резиденциями, кондоминиумами, виллами, таунхаусами. Лагуна Lakelands — это что-то похожее, то есть сообщество, но это будет исключительно residential, то есть там не будет как таковой отельной застройки. Основные проекты, большинство проектов, которые будет Banyan Group выпускать в Лагуне, они будут следующие 10 лет строиться в Lakelands. То есть Lakelands — это сейчас такой наш основной большой проект, который вот мы планируем развивать в следующие 10 лет. Лейтмотив такой проекта — это баланс с природой, в принципе, и там будет очень выборочная застройка. Сейчас мы запустили продажи 2 комплексов там. Первый мы запустили в начале года, это Lakeview Residences and Villas, то есть там будет у нас комплекс вилл и 6 зданий с квартирами. 3 корпуса 4-этажных и 3 корпуса 7-этажных. В 4-этажных корпусах там будут планировки от 2 до 3 спален, и в 7-этажных корпусах от 1 до 3 спален. Цены начинаться будут, ну, если брать самый недорогой юнит, это будет как раз one bedroom, квартира с 1 спальней, 48 квадратных метров, они будут начинаться примерно от 7,6, их, наверное, сейчас уже нет, от 8 миллионов нужно рассчитывать примерно. Это вот после Скайпарка у нас будет такой входной, так скажем, входной порог, да, в Лагуну. 8 миллионов бат. И двушки будут, ну, примерно там в зависимости от их расположения, размера, потому что в этом проекте еще одна из изюминок, есть огромное количество конфигураций и планировок. Это тоже, что можно выбрать по нуждам покупателя. Двушки примерно от 12 до 14-15 миллионов будут стоить, и трешки там начинаться будут где-то от 27 и выше. Вот. Там также есть квартиры со своими собственными бассейнами, дуплексы предусмотрены, то есть огромное количество разных планировок. Это вот первый проект, который мы запустили в лагуне Lakelands именно. И сейчас, получается, вот мы собираемся начать строительство, там сейчас расчищается площадка, уже первоначальные этапы строительства начинаются. И на данном этапе у нас уже 70% юнитов продано. Ну, вообще, хочу добавить, что, или отметить, что Лагуна, несмотря на то, что это не самая низкая точка входа на рынке недвижимости Пхукета, но она пользуется одной из самых высоких ликвидностью на вторичном рынке, то есть они всегда хорошо продаются, и также пользуются большой популярностью в аренде. То есть это мы видим, несмотря на то, что здесь дорого, это всегда хорошо сдается и всегда хорошо продается, потому что на это идет своя аудитория, и здесь, ну, здесь продает еще вся вот эта инфраструктура вокруг. Вова, мы все еще в Лагуне? Да, мы все еще в Лагуне, мы в части лагуны, которая находится рядом с... С озером! Точно, абсолютно, потому что здесь все называется лейк. Господи, Лаян. Лаян. Да, мы все еще в Лагуне, мы находимся рядом с районом Лаян. Это вот крайняя часть Лагуны, с другой стороны. Это часть, которая активно сейчас будет застраиваться. У них есть план застройки на ближайшие 5 лет. 15 лет? Ой, да. 15 лет. 15 лет, оговорился, да. И мы сейчас находимся в проекте Лагуна Lakelands. Этот проект уже практически весь распродан. Осталось всего лишь 30%. 30%. И мы сейчас стоим в двухкомнатной квартире. Это, на наш взгляд, самая удачная здесь планировка. 4 метра квадратных. 4 квадрата и 14 миллионов бат стоимость. Без учета мебельного пакета. И мебельный пакет плюс еще 1 миллион бат. Что здесь плюс? Мне что понравилось? Во-первых, это малоэтажное строительство. Это 3-4 этажа первое. Второе, это вид на озеро. Да. Под вами будут бассейны, там гольф-поля неподалеку и так далее. И самое главное, цена. Вот мы ездили с тобой, смотрели однушки, там OnePlus, Да. они стоят там 10-12, 10-12. Здесь 13, но это 84 метра квадратных, Да. мастер-бедрум, гостевая спальня. Интересное решение придумано для цифровых кочевников, для айтишников, рабочая зона. Очень интересно. И, наверное, одной из главных особенностей этого проекта, то есть это не просто эта квартира, а это в Лагуне вы еще получаете огромное количество преимуществ в виде парков, прогулочных зон, wellness-центров по соседству, гольф-полей. То есть это вот 260 гектар, гигантская территория, которой вы можете пользоваться. И надо сказать, что в отличие от той лагуны, в которую там все свободно заезжают, в этой части лагуны могут заезжать только резиденты, то есть только те люди, которые купили здесь квартиру. То есть это приватная территория огромных размеров. Да? Пойдем дальше. В принципе, сейчас на Пхукете только есть 2 района.
как таковых, которые совмещают в себе и инфраструктуру для туризма, и также инфраструктуру для постоянного проживания. Это район Бангтао и это район Равай сейчас на данный момент. Вот. Если мы берем там Ката, Корон, Патонг, это чисто туристической направленности места, и там есть ярко выраженные сезоны. Если мы берем Бангтао и Равай, то там как таковых ярко выраженных сезонности нет. Там всегда есть спрос на аренду, там всегда достаточно хорошая заполняемость у отелей, потому что туда люди ездят круглый год. И вот Лагуна в этом плане, наверное, хороший тоже пример, в том плане, что здесь даже в низкий сезон, что называется, в Таиланде, у всех гостиниц средняя заселяемость 60-70%, что очень хороший показатель для Пхукета. Это понятно. Есть, да. И понятно почему. Еще раз говорю, это наличие пешеходных дорожек, Да. много воды, зелени, там, развлечений, там, беговых дорожек, гольфа там, и так далее, так далее, так далее. То есть можешь заниматься и жить круглый год. Давайте продолжим. Окей, мы поговорили про Скайпарк, самая низкая точка входа. Мы поговорили про новый Лагуна в Лагуне, про Лейкленс. Идем дальше. Что еще сегодня компания Banyan Group предлагает? Ну, как я своим сказал, у нас огромный выбор из объектов, что касаемо и типа объекта, и их размеров, и их стоимости. То есть, если говорить про Skypark как самый низкий, то у нас есть объекты вплоть до там, 5-6 миллионов долларов за виллу, За виллу. которые там 1300 квадратных метров. То есть тут все зависит от человека, какие у него нужды в первую очередь. Мы всегда спрашиваем, для чего вы покупаете. То есть это либо инвестиции, либо это для собственного использования, как holiday home, дача, что у нас называется, да. Кто-то миксует это тоже, кто-то приезжает на 2-3 месяца, остальное время сдают в аренду. То есть и вопрос, то есть, ну, мы, естественно, задаем некоторые вопросы и таким образом определяем вообще, что нужно в принципе. Нужна ли близость от моря? То есть, опять же, если мы говорим пешую доступность до моря, объекты, которые находятся на первой линии, здесь Бангтао, особенно в Лагуне, нужно рассматривать там от $1 миллиона. В принципе, даже если мы говорим о квартирах, вот у нас буквально сейчас недавно освободились несколько квартир в комплексе Beachside. Там трехкомнатные квартиры с 3 спальнями, постоянно называю трехкомнатными их. Это квартиры с 3 спальнями, 33 миллиона бат, ну вот ровно, в принципе. $1 миллион. Миллион долларов, да. Но это уже законченный проект. Да, я понимаю, Да. готовая квартира. Да, это буквально 50-70 метров от моря, комплекс кондоминиумов. Находится он у нас, получается, в южной части Лагун. Вот там. Если я не прав, поправьте меня, но я сделал такой вывод, что вот сейчас Лагуна основная, вот где мы сейчас находимся, она практически застроена. Да? Здесь точек на карте уже там, если и будет какая-то застройка, то она будет только точечная, какой-то, может быть, там. Вот. И сейчас все свои силы компания направила на развитие как раз Лейкленза. Я все правильно понимаю, да? То есть я частично, к да. чему подвожу? То есть какие планы у компании на ближайшие там 5-10 лет? То есть как вы это видите, как будет Лагуна выглядеть через 10 лет? Можете обрисовать вот там какими-то большими мазками? Да, конечно. Ну, вы правильно сказали, что земля заканчивается, и здесь ее не так много осталось в основной части лагуны, как мы принято ее называть. У нас достаточно большой участок земли есть у комплекса Banyan 3 еще. То есть у нас еще будут премиальные объекты под брендом Banyan 3 Grand Residence. Это вокруг гольфа? Это да. Вокруг гольфа. Нет, ну, гольф-поле, оно, в принципе, если так посмотреть на карту, оно через всю лагуну идет. То есть не только в районе Banyan 3 оно есть. То есть оно через всю лагуну, в принципе, проходит. А просто комплексы, именно резиденции под брендом Banyan 3, они у нас находятся в непосредственной близости от отеля Banyan 3. Вот. И там есть еще участок земли, но это все, что мы выпускаем под брендом Banyan 3 Grand Residences, это недвижимость премиального типа. То есть это, опять же, нахождение на территории отеля Banyan 3, то есть это пятизвездочный люксовый отель, и возможность пользоваться его инфраструктурой. И в том числе это, как правило, пешая доступность до моря, потому что все-таки Banyan 3, все их резиденции, они находятся в пешей доступности от моря. У нас есть проекты, которые скоро, возможно, объявят об этом. Мы запускаем новый проект не рядом с Кассией. У нас будет тоже комплекс по кондоминиумов. Он также будет Кассия, по-моему, называться. Нет, это будет лагуновский, под брендом Лагуны, кондоминиум, прям вот между Кассией и Дуситом отелем. Ну и, в принципе, сейчас у нас строится в основной лагуне Лагуна Лейксайд, вторая очередь. У нас сейчас строится Anxana Ocean View Residences. То есть, в принципе, когда все проекты, которые сейчас находятся в стадии стройки, закончатся, да, то в основной лагуне как таковой земли уже свободно не будет, кроме как если не брать Banyan 3.
именно территорию. И мы, да, вы правильно сказали, то, что отвечу на вопрос, то, что основной фокус внимания все равно будет сосредоточен на Lakelands. Да. Окей. Потому что огромная неосвоенная территория. Да, да, да. То есть там, там, если, ну вот опять же мы с вами там были, вы видели то, что там огромный участок земли. Опять же, там будет выборочная достаточно застройка. То есть мы стараемся не испортить природу, не испортить внешний облик комплекса, потому что там именно баланс природы очень важен в данном комплексе, но в то же время там будет достаточно много крупных проектов. Ну, вообще, надо сказать, что Lakelands находится в части пляжа Лаян, это северная часть Бангтао. Ну, как бы вот в той стороне, и вообще та сторона, она сейчас, ну, довольно сильно развивается, и неудивительно, что и Лагуна туда пришла, Banyan Group, потому что это сейчас, вот и с точки зрения, туда много заходит инвесторов, с точки зрения инвестиций, это очень перспективное направление, потому что сейчас там практически ничего нет, лес стоит, и туда сейчас заходят застройщики, и в том месте там будет и Central Group строить, там Порто де Пхукет 2. В общем, та зона сейчас очень активно развивается. Ну да, ну, в принципе, в Бангтао сейчас, если брать, в принципе, взять в целом Пхукет, наверное, 60%, в принципе, всей застройки, оно происходит в районе вот здесь Бангтао, Чангтале, вот на этом куске земли. Вот меня интересует, как вот здесь живете, вот глубже погружены, да? Но вот что я слышу от других застройщиков, что кто строит вокруг лагуны, говорит, вот мы возле лагуны и так далее. Они считают это своим УТП. Вот я бы хотел у вас уточнить, как представителя компании, застройщика, какие бенефиты получают клиенты, которые покупают у вас недвижимость, непосредственно у застройщика, да, в лагуне. И какие бенефиты у них есть по сравнению с тем, кто покупает у других застройщиков, но в этой же локации, недалеко от вас? Так, ну смотрите, в принципе, то, что вокруг нас строится, мы это все понимаем и понимаем, что они как свой один из selling point, что называется, выставляют то, что непосредственно близость к лагуне. Да. С этим, к сожалению, ничего не сделаешь, потому что у нас в лагуне территория открытая, то есть любой человек, в принципе, может в основную часть лагуны зайти, прогуляться по паркам, взять своих домашних питомцев, прийти погулять с ними здесь. То есть мы к этому открыты. Это, в принципе, наша концепция, то, что мы не против, чтобы люди заходили, смотрели. Мы, наоборот, считаем, то, что это нам помогает привлекать людей сюда. Но есть такая программа у нас, которая называется Sanctuary Club, и это программа для владельцев недвижимости именно в лагуне. Как я уже говорил, Banyan Group является ательером, и вот люди, которые у нас приобрели недвижимость в лагуне, они получают бенефиты, привилегии в рамках группы по всему миру. То есть это что это? Это скидки на гостиницы, 30%. На проживание? Это, 30%. Да, 30%. Серьезно, это 25% на спа. В любой стране мира, ну, в где вы любом представлены. стране мира, где есть наш спа, да. Нужно отметить, что Banyan Spa, он был признан лучшим азиатским спа в мире. То есть это очень качественное, как во всем нашем бизнесе мы делаем, мы это пытаемся делать. То есть это 25% скидка на рестораны, которых у нас тоже огромное количество брендов ресторанных. И дополнительные привилегии, например, такие как раннее заселение, поздний выезд в отелях, скидка на гольф, скидка на... У нас есть бренд Banyan Gallery, где мы делаем косметику, свечи для ароматерапии, масла. То есть это полностью интегрирование в инфраструктуру, в принципе, в экосистему Banyan Group. Человек, став владельцем недвижимости в лагуне, причем это не обязательно новую недвижимость покупать, человек может купить ее на вторичном рынке. Я понял. И он все равно становится членом этого клуба. И помимо этого есть огромное количество дополнительных маленьких каких-то, может быть, незаметных мелочей, но которые такую создают картину общую. И нахождение, то есть вот в этой вот экосистеме, в семье, в комьюнити. Нет, я также знаю, вы не сказали, но я тоже знаю, что ходят шаттлы для всех жителей. Это не совсем для жителей, просто, допустим, человек, который зашел извне лагуны, он также может подойти на какой-то объект, попросить вызвать шаттл, да, и ему вызовут шаттл. То есть это не только для владельцев недвижимости лагуны, вообще для всех, кто находится в лагуне, я неважно. Сказал, да, лагуна, в принципе, как объект, она открытая, то есть любой человек, мы не стоим там на шлагбауме, куча охранников не стоит и не проверяет, там, у людей живут они здесь или нет. Интересно. То есть люди могут гулять, приходить и пользоваться, да, транспортом в том числе. Мне очень нравится такой подход, такой open. Ну, есть при этом и закрытые, то есть территории, где частные поселки, через которые мы с вами проезжали, куда, в принципе, нельзя войти, не будучи резидентом этого поселка. Есть инфраструктура объектов, на которую где тоже стоит охрана, и где возникнут вопросы, если человек зайдет туда. Но вот именно общие территории лагуны, они недоступны для всех. А как будет в Lakelands организовано это?
В Lakelands то же самое все, в принципе, будет. Общая зона Lakelands, она будет доступна для всех, но там будут также объекты инфраструктуры закрытые, куда людей не будут пускать. То есть и на машине можно будет также проехать, и пешочком зайти? Ну, на машине у вас спросят охрану, куда вы едете, зачем вы едете. Просто там также есть офис продаж, возможно, вы едете в офис продаж, возможно, вы едете к каким-то своим-то знакомым. Тогда вам нужно будет сказать, в каком они живут комплексе, номер их квартиры, и вам дадут карточку посетителя, которую вы на обратном пути, возможно, фотографируют ваше водительское удостоверение. Но это все для меры безопасности, то есть, которые мы пытаемся соблюдать внутри лагуны. Ну, а пешком, наверное, проблем никаких. Пешком я не... Гулять Да. спокойно, Классно. Павел, вот чтобы у меня такой вопрос созрел в голове, что бы вы могли посоветовать людям, которые смотрят это видео, которые думают только, еще ни разу не покупали недвижимость в Пхукете, но думают об этом, какой бы вы могли дать совет людям, которые хотят недвижимость купить на Пхукете? В первую очередь приехать сюда и посмотреть, увидеть все своими глазами. Потому что одно дело смотреть видео в интернете, читать статьи, а другое дело все-таки приехать и увидеть вживую. Нас, в принципе, мы как застройщик, мы пытаемся, наша одна из основных целей, привести сюда как агента, так и клиента. Чтобы он мог посмотреть, чтобы он мог почувствовать, в принципе, получить этот опыт именно жизни вот в лагуне. И на контрасте, допустим, даже посмотреть с другими какими-то местами на Пхукете. Я даже это не то, что советую, это так нужно. То есть нужно посмотреть контраст, опять же, разницу увидеть. У нас тоже в числе есть программы такие, ну, в высокий сезон это сложно организуемо из-за высокой заполняемости, но в низкий сезон, если вдруг у вас появятся желающие приехать именно на Пхукет посмотреть, мы можем даже организовать проживание за наш счет на несколько ночей в одном из отелей внутри лагуны, провести полную экскурсию, показать шоурумы, рассказать про группу, рассказать про то, что мы здесь делаем, что мы здесь продаем. Потому что это такая сейчас немножечко будет пафосная фраза, но мы здесь не продаем не просто недвижимость, мы продаем именно опыт, впечатления, мы продаем лайфстайл. Да, стиль жизни. Я тоже об этом подумал, что вот здесь на самом деле продается стиль жизни в первую очередь, а потом, если он подходит этот стиль жизни нашим клиентам, тогда окей. Это действительно ощущается вот про этот контраст, про который ты говоришь. Это вот мы с этого начали. Да. Что когда сюда въезжаешь, как бы картинка резко меняется. Все меняется. Прям после ворот становится другой Таиланд, абсолютно другая территория, и здесь прям другая атмосфера. Окей, то есть первый совет, значит, что я услышал? Приезжайте на Пхукет обязательно. Если интересует недвижимость в Пхукете, мы можем организовать тест-драйв, я так понимаю, объектов в лагуне в низкий сезон. А низкий сезон здесь с мая по... В принципе, сейчас такие грани стерты последние года, да. Но если так судить, то где-то с мая по октябрь. С мая по октябрь. Лето, да. Что-то еще может быть, кроме приехать? Или приехать, это единственный правильный совет, который можете дать? Это первоначальное, потому что все-таки лучше, конечно же, все увидеть живыми глазами. Мы можем организовать там созвон, мы можем показать материалы по объектам, но это лучше все приехать. другое, да. И я советую не торопиться здесь на Пхукете, потому что огромное количество, сейчас рынок, в принципе, после ковида взлетел, и очень много объектов строится, то есть, и очень много предложений по объектам. И иногда предложения по объектам могут показаться, ну, уж очень привлекательными, но я вот очень рекомендую желающим, там, это не значит, что вот обязательно покупайте только в лагуне, я просто как совет не торопиться, да, посмотрите, возможно, где-то самое выгодное предложение в долгую не окажется таким выгодным. Я понял. Я не буду там говорить. Правильно, я понимаю, о чем вы говорите, абсолютно адекватно. Да. То есть все-таки недвижимость это такая, это игра в долгую, во-первых, да, это эмоции, это довольно дорогостоящая покупка. Особенно в туристических местах, как Пхукет, потому что человек, приезжая в такое место, он все равно эмоционально немножечко находится на отдыхе, и у него немножечко тут такие розовые очки одеваются. Приподнятое настроение. И все, что в трезвой как бы обстановке человек бы мог осудить, где-то найти недочеты, здесь это может списаться из-за очень яркого солнца, вкусной еды, красивого моря. Такая ситуация релаксационная. Да. Окей, приехать, думать перед тем, как покупать, и принимать взвешенные решения. Ну и обратиться к человеку, который здесь находится постоянно долгое время, то есть... Это Владимир. Да. Владимир, это потому что, опять же, много людей, которые будут вам говорить, что они эксперты, они давно здесь живут, они все знают, но все-таки, опять же, лучше делать свой due diligence, как говорится, проверять, с кем ты работаешь, и тоже огромное количество, где большой спрос на любое, если мы даже не говорим про недвижимость,
недвижимость, в принципе, где появляется большой спрос, появляется много людей, которые хотят на этом заработать, Это да. наживиться. Вот, поэтому обращайтесь, найдите человека надежного, который именно вам здесь поможет и проконсультирует. Супер, отличные советы. Давайте резюмируем. То есть первый совет – приехать посмотреть своими глазами. Игнитский сезон вам могут устроить тест-драйв. Второе – принимать только взвешенные решения. И третье – обращайтесь к профессионалам, которые живут здесь много лет, которые разбираются в рынке недвижимости. В целом, мне все понятно. Спасибо большое. Да. Все структурно. Да, еще есть очень важное дополнение, что у Лагуны есть расширенная программа рассрочки. Это тоже предлагают не все застройщики, при том, что Лагуна — это, ну, скажем так, не дешевые, да, проекты, это премиум и люкс, и часто инвесторам комфортнее распределять payment план там на более долгий срок. Расскажи, пожалуйста, вот про программу рассрочки, как она работает. Да, ну, это, опять же, то есть данная программа позволяет нам людей, у которых есть определенный бюджет, приводить на объекты, которые, возможно, немножечко выше. То есть это как бы такой вин-вин, можно сказать. Программа заключается в чем? То есть у нас два, в принципе, как таковых способа оплаты недвижимости. Первый, платежей, извините. Платежей. Это первый, это по этапам строительства, в принципе, ничего нового, это у многих застройщиков есть. То есть это идет оплата фиксированных процентов по этапам строительства. То есть если мы не берем рассрочку, то вход у нас в Лагуне 20%, что достаточно, в принципе, тоже низко по рынку. Многие застройщики берут больше. И после этого у нас расписаны платежи не по временным рамкам, а по этапам строительства, что тоже дает какую-то гарантию покупателю, что если его объект не будет строиться, он и не будет платить, соответственно. И это разбивается на этапы строительства 25%, 50%, 75% и, ну, ключи 100%, соответственно. Если мы не берем рассрочку, то клиент платит 20% на стадии подписания контракта и 20% при 25% завершения строительства, 50, 75 и 100. И таким образом, получается, на 3 года у нас 5 платежей по 20%. Это если рассрочку мы не берем. Если мы берем рассрочку, та же самая система. По этапам строительства вход 20% и 3 платежа по 10%. Получается при 25%, при 50% и 75%. И это получается 50% от общей стоимости. Оно не облагается процентом рассрочки. Вторые 50% только мы берем в рассрочку. Ее можно взять на год, 3 и 5 лет. С процентами 3, 5, 7 соответственно. 7% годовых на 5 лет, да. на половину стоимости. Да. Это фактически ипотека, только не от банка, а от застройщика, да, это без застройщика. банка. И смотрите, таким образом получается, если человек зашел на стадии продажи, до того, как стройка еще началась. На пресейле, На да. пресейле, да. Стройка объекта, ну, если мы берем кондоминиум, занимает нас от 18 до 24 месяцев, это уже получается 3 года. И плюс рассрочка на 5 лет. Таким образом, у нас получается 8 лет. И при этих 8 годах только 50% облагается процентом, соответственно, и вот проценты достаточно такие, ну, демократичные. Да, согласен. Ну да, если еще брать от общей стоимости квартиры, то там процент получается не 7. Ну, там, если так пересчитывать, если брать вот именно в полную, в самом лучшем раскладе, то там переплата, считаю, примерно там 2-3%. Да, и получается на 8 лет можно взять рассрочку. Что, в общем, И уже что еще важно, что именно рассрочка начинается после того, как проект уже сдан полностью. Соответственно, его можно сдавать в аренду и покрыть большую Платежи? часть рассрочки просто арендой. Платежами от аренды, Да, да. да. Тоже очень удобно. Расскажи, пожалуйста, как переуступка будет работать в случае, если человек взял расширенную рассрочку? И возможно ли она? Тут зависит еще на самом деле от формы собственности. То есть их две. Есть иностранный фрихолд и есть лизхолд. Быстренько отмечу то, что именно по лизхолду у нас тоже есть уникальные условия, то, что в Таиланде он, в принципе, до 90 лет. В Лагуне он неограниченный, продление неограниченное, так как земля, как я говорил ранее, была выкуплена еще в 80-х годах до выпуска закона о кондоминиумах. Поэтому у нас в Лагуне, я не знаю, есть ли у других застройщиков такое предложение, на Пхукете я точно не уверен, что если где-то еще такое есть, но я уверен, что если даже есть, то мы одни из немногих, можно по пальцам пересчитать, кто может вам предложить неограниченное продление лизхолда на Пхукете. Это то, о чем мы вчера говорили. Да. Это как раз вот я в контексте упоминал. Я Лагуну. понял. Да. То есть у нас лизхолд, и что написано в лизхолде? 30 лет? Или Ну, как? лизхолд идет 30 лет, и Да. потом есть какое-то определенное количество продлений, Да. которое У тебе вас дает неограниченное, застройщик. У нас конечно. оно неограничено, и что самое главное, это прописано в контракте. Вот. И есть иностранный фрихолд. Вот. По сути, человек может продать свой объект после того, как он внес первые 20%. Ага.
мы не ограничиваем его в этом. То есть, когда он внес 20%, он уже является собственником по договору купли-продажи, и если он увидел какой-то рост, чего мы, в принципе, не рекомендуем, потому что мы надеемся на долгосрочный рост всех наших объектов, но если он вдруг это захотел сделать и увидел какой-то рост на стадии строительства, он, в принципе, может уже продать его, но единственное, тогда рассрочка не будет распространяться на покупателя, покупатель Понимаю. будет выплатить полностью. Мгм, мгм. А само переоформление? Ну, мы берем какое-то фи, но это обычно там вот от 50 там, до 100 тысяч бат, да, как в принципе в среднем по острову. Сколько всего номерной фонд у компании на Пхукете вообще в мире? Ну, если мы говорим про именно лагуну на Пхукете, у нас здесь около 3000 ключей именно частных резиденций. Ну, это апартаменты, дома, то есть квартиры, дома, то есть таунхаусы, частные резиденции. И более 1400 отельных номеров среди 6 отелей в лагуне. Если брать глобальный портфель, у нас более 5000 ключей именно частных резиденций в мире. Ну, то есть здесь, получается, в Лагуне, грубо говоря, что я услышал, 3000 номеров резиденций и примерно 1500 отельных номеров. 3000, Около, да, частных около резиденций 4500 и ключей всего да, в управлении это сегодня. готовых сейчас Да, я понял. принимать людей. Готовых И аренды. примерно такое же количество у нас сейчас в разработке, в стадии продажи, в стадии строительства какие-то объекты находятся. То есть вы планируете увеличить номерной фонд планируем в 2 раза практически, да? на период там 10 лет, который вот мы сейчас заложили там на Lakelands, которым мы планируем заниматься, я думаю, количество ключей, да, в 2 раза увеличится. Супер. Серьезно? Желаем вам удачи. Да. Спасибо. Будем вам Спасибо помогать. за приглашение. Будем помогать. Да, да. Надеемся. Все, спасибо, Павел. Не за что. Да. Спасибо большое, что смотрели видео до конца. Если вам интересно приобретение недвижимости в Пхукете, обязательно пишите в комментариях, обращайтесь в нашу компанию Georgia Private Investment. Ну и, как всегда, до встречи в Таиланде. Ну вот и подошли, 4 часа в Лагуне. Да. Большая территория, провели огромное количество времени, потому что перемещения нас везде возили, показывали. Вот мы сейчас приехали на гольф-поле, посмотрите, какой потрясающий вид. И в этом вся лагуна, что здесь очень большие пространства, зеленые, красивые и ухоженные. Что хотел бы сказать, друзья, что меня лично удивило, что настолько большой проект, но в нем настолько все продумано, и для каждого кошелька, и для каждого человека тут найдется своя недвижимость. Это из студии в Скайпарке от 4 миллионов бат, это 100 с хвостиком. От 6 миллионов бат, прошу прощения, там чуть меньше 200 тысяч долларов. Это и виллы, это и таунхаусы, это и one-бедрумы, и two-бедрумы. То есть недвижимость на любой вкус и на любой кошелек. Все начинается от 6 миллионов бат и заканчивается 5 миллионами долларов. Если вы хотите приобрести хорошую, качественную недвижимость от суперзастройщика на огромной территории с богатой инфраструктурой, скорее пишите, оставляйте заявки, и именно для вас мы организуем тест-драйв этого проекта на 2-3 дня. Вам нужно только прилететь, все остальное сделаем мы. Да, то есть у вас будет номер на 2 дня, и вас за эти 2 дня повозят здесь везде, все покажут, все проекты, территорию, чтобы вы своими глазами увидели, своими руками все пощупали. Оставляйте заявку Georgia Private Investment, пишите в комментариях, пишите в личные сообщения и ждем вас в Таиланде. До встречи в Таиланде. До встречи в Таиланде.